Каждый город имеет свою историю и скрывает множество тайн. Салоники. Город-перекресток культур и многовековой истории. За все время своего существования он сначала превратился из османской, а затем в греческую метрополию. Атмосферу города до сих пор будоражат призраки, разделявших его великих исторических сообществ, приключений и людей, встречавшихся в его бурной истории. В Салониках очень много неоклассических старинных особняков, каждый со своим особым шиком и историей. Итак, друзья, начинаем путешествие по мистическим местам Салоников. Красный дом Святой Софии. История Красного дома, или как его еще называют, особняк Логоса, начался в 1926 году, когда он был построен архитектором Леонардо Дженари для богатой семьи Логос. Иоаннис Логос, греческий промышленник, решил обосноваться со своей женой в Салониках, переехав сюда из Науса. Он был владельцем крупного процветающего ткацкого производства. Строительство здания завершилось в 1928 году, и сразу туда переехал жить Логос и его жена Тамаи Карадерис. Слухи о его духах и проклятии появились тогда, когда компания, строившая его, обанкротилась. Кстати, эта компания была анонимная, а фабрика Логоса была уничтожена чуть позже необъяснимым пожаром. И по Салоникам поползли слухи о самоубийствах и привидениях в доме. На дом стали смотреть косо и старались не подходить к нему близко. Всего через несколько лет, находясь тогда в Швейцарии, внезапно умирает сам Логос. Вслед за ним уходит из жизни и его жена Тамаи. Особняк пришел в запустение и упадок и был передан Национальному ипотечному банку в качестве залога. Семья Логос так и не смогла его выкупить. Что только не приписывали этому особняку, но большинство считает, что там обитают не призраки и не духи, а то, что там живут вампиры, фигуры которых вырезаны на стенах здания. Говорят, что ночью они оживают и бродят по зданию. В 1983 году дому был присвоен статус охраняемого исторического объекта, а в 2014 году, не испугавшись истории о проклятии, его выкупил Иван Савидис. Он полностью восстановил здание, как внутри, так и снаружи. И ничто в его облике уже не напоминает о его темном и трагическом прошлом. Дом с привидениями 263. Он расположен в районе депо на проспекте Василисис Ольгас 263, напротив префектуры. Это одно из самых красивейших зданий города и одна из самых распространенных городских легенд. Строительство дома приходится на период с 1918 по 1922 годы. С первого момента пошли уже слухи, что причиной шестилетнего затяжного строительства были различные странные препятствия. И по этим причинам его первый владелец поспешил избавиться от дома. Но легенда становится страшнее во времена, когда дом принадлежал богатому бею, который убил одну из своих жен, когда она восстала против его поведения по отношению к женщинам гарема. Он задушил ее веревкой и избежал наказания, сказав всем, что она покончила жизнь самоубийством.
Любой потенциальный покупатель, пытавшийся купить и войти в этот дом, либо терпел убытки, либо серьезно ухудшалось его здоровье. Самая странная история здесь произошла в 80-х годах, когда очередной владелец решил снести это здание. За день до начала работ у него случился сердечный приступ, а архитектор и инженер погибли в автокатастрофе во время поездки в Афины. Все последующие попытки эксплуатировать здание оказались безуспешными. Оно стоит до сих пор заброшенным и не подпускает к себе никого. Этот дом сопровождает великое старое проклятие и любовь. Любой, кто попытается его разрушить, рискует умереть. Улица Маврис Петрос, Ванна Поле. Спускаясь по улице Акрополиус в верхнем городе, попадаешь на маленькую узкую мощеную улицу, печально известную улицу Маврис Петрос, по которой, если идти по ней, кажется, что дома склоняются над тобой и наблюдают за тобой. А может, они не наблюдают, может, они хотят нас предостеречь. Продолжая идти, вы доходите до тупика, где начинается легенда, которая гласит, что каждые 3 дня в 12 часов ночи здесь появляется затерянная дорога, которую никто не знает, и никто не знает, куда она ведет. Это ворота, ведущие в неизвестном направлении, портал в другой мир, который открыт каждые 3 дня с 12 часов ночи до 12 ночи и 15 минут. Затем он исчезает. Тайная площадь Терпсифеи. В верхнем городе выделяется площадь Терпсифеи, на которой расположен мавзолей Мусы Бабы. Ходят слухи, что его преследует призрак Дервиша, хранителя Теке. Это место с очень сильной энергетикой, которую может ощутить любой, особенно магниточувствительные люди. Сады Паши. Когда-то эта территория принадлежала церкви, которая в 1875 году передала ее для устройства кладбища. Позже, в 1901 году, этот район перешел к префектуре Османской администрации, которая на этом месте построила больницу Хамидия, позже Айос Димитриус. Название парка до сих пор не установлено, как и имя архитектора. А название свое он получил так, потому что был убежищем османского правителя Сейфулы Паши. Это одно из самых загадочных мест Салоников, где очень сильно ощущается магнитное поле. Считается, что когда-то сады Паши использовались как место встреч османских масонов. Здесь совершались оккультные церемонии и человеческие жертвоприношения. Этот район до сих пор считается проклятым. На высоте садов, если вы туда пройдете, то видите улочку, которая ведет в тупик. Тупик на улице Мавриса Петроса, где каждые 3 дня открывается затерянная дорога, ведущая никто не знает куда. Случайность, совпадение или продолжение следует. Спасибо за просмотр, друзья. С любовью из Греции. Ваша Фатима.